Возвышение человечества. Личная точка зрения Джея Броновски. Прожилки в камне. Рукой он взял готовый циркуль золотой, чтобы на вечном камне Божьем очертить вселенную и вещи все создать. Одну ножку поставил в центр, другую стал поворачивать по необъятной и бездонной пустоте. Так обозначил он границы, так он провел окружность мироздания. Земля существует более 4000 миллионов лет. На протяжении всего этого времени она формировалась и изменялась двояким образом. Скрытые силы внутри Земли сгибали пласты, поднимали и передвигали массы породы. А на поверхности эрозия снега, дождя, морских бурь, солнца и ветра создавала природную архитектуру. Человек тоже стал архитектором своей среды, но ему не подвластны силы, подобные могучим силам природы. Его метод избирателен и осторожен. Это интеллектуальный подход, при котором действие зависит от понимания. Я намереваюсь проследить развитие культур Нового Света, которые моложе культур Европы и Азии. Это каньон Дашей. В этой отдаленной долине, почти без перерыва сменяя одно другое, жили индейские племена на протяжении 2000 лет, со времен рождения Христа, дольше, чем в любом другом месте Северной Америки. У сэра Томаса Брауна есть такие строки: «В Америке проснулись охотники, они уже забыли про свой первый сон в Персии». Во времена рождения Христа охотники переходили к земледелию здесь, в каньоне Дашей. Они шли теми же шагами возвышения человечества, которые были сначала сделаны на Среднем Востоке. Почему в Новом Свете цивилизация возникла намного позже, чем в Старом? Безусловно, потому что в Новом Свете человек появился с изрядным опозданием. Он пришел сюда до изобретения лодок. То есть он пришел через Берингов пролив по широкой полосе суши, образовавшейся во время последнего ледникового периода. Выходит, человек попал из Азии в Америку не позднее 10 тысяч лет тому назад. И не раньше 30 тысяч лет тому назад. И люди пришли сюда не все сразу. Есть достаточно убедительное биологическое свидетельство, которое для меня может означать только то, что было
две небольших последовательных миграции. Свидетельство состоит в том, что нигде в Америке нет первой группы крови, хотя она есть в большинстве других частей света. В Центральной и Южной Америке у всего индейского населения третья группа крови. В Северной Америке вторая и третья группы крови. Я могу объяснить это только следующим образом. Первая волна небольших родственных групп со второй группой крови достигла Америки и распространилась на юг. Потом имела место вторая миграция. И снова маленьких групп. На этот раз со второй и третьей группами крови. Они распространились по Северной Америке. Американские индейцы явно принадлежат к более поздней миграции, то есть явились с относительным опозданием. Это опоздание отразилось на земледелии в каньоне Дэшей. В Центральной и Южной Америке уже долгое время выращивали маис, а здесь он появился только во времена рождения Христа. Образ жизни предельно прост. У людей нет домов, они живут в пещерах. У них есть глиняная посуда. Дома делаются в самих пещерах, покрываются глиной или саманом. В таком виде каньон существует вплоть до 1000 года, когда приходит великая цивилизация Пуэбло с ее каменными постройками. Различие кажется не столь значительным. Глиняный дом, каменный дом. Но на самом деле это существенное интеллектуальное различие, не просто техническое. И я считаю, что это один из самых важных шагов, предпринятых когда-либо человеком. Различие между таким движением руки и вот таким аналитическим. Дело в том, что это кажется самой естественной вещью на свете. Взять немного глины и вылепить из нее шар. Небольшую глиняную фигурку, чашку. Сделать дом. Сначала нам кажется, что эта форма дарована нам самой природой, но это, конечно, не так. Эта форма принадлежит человеку. Горшок — отражение соответствующим образом сложенной ладони. Все, включая дом, так или иначе отражение творящих форму рук человека. Сама природа ничего не предлагает. Это человек навязывает ей мягкие, округленные, женственные формы. Все диктуется формой вашей же руки. Совершается великий интеллектуальный шаг вперед, когда человек раскалывает кусок дерева или камня, как бы нарушая то, что природа ему предоставила. С ранних времен человек делал орудие труда, обрабатывая камень. Иногда у камня была природная грануляция. Иногда человек сам создавал эти линии, чтобы расколоть камень. Возможно, сначала что-то подсказывало дерево, поскольку дерево — материал с видимой структурой. Оно легко раскалывается вдоль волокон. Куда труднее сделать это поперек.
Желание обнаружить скрытый порядок материи – основная концепция человека в изучении природы. В архитектуре вещей кроется структура. Если узнать эти тайные волокна, станет возможным разъединять природные образования и собирать их в новых сочетаниях. Это тот шаг в возвышении человека, с которого начинается теоретическая наука. Многое из того, что делает человек, есть отражение того, что мы наблюдаем в природе. Мы, люди, объединены в семьи. Семьи в родственные группы. Родственные группы в кланы, кланы в племена, племена в народы. И это ощущение иерархии, пирамиды, в которой слой накладывается на слой, мы без особого труда распознаем в природе. Частицы составляют ядро. Ядро входит в атом. Из атомов образуются молекулы, молекулы составляют основания, основания аминокислоты. То есть в природе мы находим то, что очевидным образом соотносится с нашими собственными социальными отношениями. Каньон Дашей — что-то вроде микрокосма культур. И он достиг своей высшей точки, когда народ Пуэбло создал эти сооружения, примерно после 1000 года нашей эры. Они говорят нам не только о понимании природы каменной кладки, но и о социальных отношениях, поскольку народ Пуэбло создал здесь что-то вроде миниатюрного города. Из камней получается стена, из стен дом, из домов улицы, а из улиц город. Город — это камни, и город — это люди. Но это не куча камней, и не просто людская толчая. При переходе от деревни к городу создается новая общественная организация, основанная на разделении труда и управленческой иерархии. Чтобы понять это, давайте пройдемся по улицам города, который никто из нас не видел, культуры, которая исчезла. Это Мачу-Пикчу в высоких Андах, на высоте в 3000 метров в Южной Америке. Его построили инки в период расцвета их империи, около 1500 года нашей эры или немного раньше. Планирование города было их величайшим достижением. Когда в 1532 году испанцы покорили и разграбили Перу, они каким-то образом не обнаружили Мачу-Пикчу и похожие на него города. После этого он был забыт на 400 лет, пока зимним днем 1911 года на него не наткнулся Хайрам Бингам. Здесь никто не жил уже несколько веков. Здесь было безлюдно и пусто. Но в этом скелете города заложена структура любой городской цивилизации, любого века, любой части света. Город должен жить на основе богатого сельскохозяйственного достатка. Такой основой для инков было возделывание террас. Конечно, на голых террасах не растет ничего, кроме травы. Но когда-то здесь выращивали картошку. Это местный перуанский продукт. Маис тоже был давним местным продуктом. Он пришел сюда с севера. Вообще, это был своего рода церемониальный город. Сюда приезжали знатные инки, и для них здесь выращивали тропические предметы роскоши.
Например, коку. Кустарник, листья которого содержат кокаин. Жевать их разрешалось только инкам-аристократам. Сердце культуры террас – ирригационная система. Это то, что создала империя до инков и при инках. Вода бежит по этим террасам, по каналам и акведукам, по ущельям, в пустыню к Тихому океану, делая все вкупе цветущим краем. Так же, как в плодородных районах Среднего Востока, здесь, в Перу, цивилизация была основана на великолепно организованной системе орошения. Система ирригации, охватывавшая всю империю, нуждалась в сильной централизованной власти. Так было в Месопотамии, так было в Египте, так было и в империи инков. Это означает, что этот город и все города здесь имели обширную систему коммуникаций. Дороги, мосты в этой дикой местности, обмен сообщениями. Они приходят сюда, они уходят отсюда. Это три звена, с помощью которых каждый город связан с другим городом, и которые, как мы вдруг понимаем, в этом городе другие. Дороги, мосты, сообщения. На дорогах не было колес, под мостами не было арок, сообщения не были письменными. К 1500 году нашей эры этого в культуре инков еще не было. Все дело в том, что цивилизация в Америке опоздала на несколько тысяч лет и была покорена, прежде чем успела изобрести то, что уже было в Старом Свете. Это была удивительно жесткая социальная структура. У каждого было свое место. И все, крестьяне, ремесленники, солдаты, трудились на одного человека, на верховного инка. Мастеровые, которые с такой любовью обрабатывали этот камень, чтобы изобразить символ связи между солнцем, его богом, и монархом, трудились на монарха. И, конечно, это была необычайно хрупкая империя. Менее чем за 100 лет, начиная с 1438 года, инки завоевали пространство почти в 6000 километров между Андами и Тихим океаном. И тем не менее, в 1532 году испанский авантюрист, почти безграмотный Франсиско Писарро, ворвался в Перу, имея 62 всадника и 106 пеших воинов, и разом покорил Великую империю. Каким образом? Срезав вершину пирамиды, схватив верховного инку. С этого момента империя осела, и города, прекрасные города, стали добычей жаждавших золота грабителей. Но, конечно, город — это не только власти. Город — это люди. Они делают его живым. Что такое город? Это общество, которое живет на основе продуктов земледелия, которое богаче деревни, потому что может кормить ремесленников разного рода и делать из них специалистов. Специалисты исчезают, их труд уничтожается. Люди, которые сделали этот город,
золотых дел мастера, медники, ткачи, гончары. Их ограбили. Ткацкие изделия порвали, бронзовые изделия уничтожили, золото украли. Остаются нетронутыми только создания каменщиков. Удивительное мастерство людей, сделавших этот город. Не правителей, а ремесленников. Но, конечно, если вы работаете на монарха, если вы работаете на одного человека, то он задает его вкусы. И вы ничего не изобретаете. Эти люди, вплоть до конца империи, имели дело только с балками. Арку они так и не изобрели. Вот мера временного разрыва между новым светом и старым. Потому что это точка, которой достигли греки 2000 лет ранее, и на которой, впрочем, они остановились. Это Пестум в Южной Италии. Греческая колония, чьи храмы старше Парфенона. Они датируются примерно 500 годом до нашей эры. Пестум славится тем, что здесь родилась греческая математика. Недалеко отсюда, в другой греческой колонии, преподавал находившийся в изгнании Пифагор. Подобно сооружениям в Перу 2000 лет позднее, греческие храмы характеризуются прямыми линиями и углами. Греки тоже не придумали арки, своды, и поэтому их храмы изобилуют колоннами. Когда мы видим их в развалинах, они кажутся открытыми, но на самом деле в них не хватало пространства. Поэтому грекам приходилось прибегать только к балкам, и размеры пролета между колоннами диктовались прочностью балки. С помощью компьютера мы можем увидеть рост напряжения на балку, если раздвигать колонны. Чем больше пролет, тем больше давление в верхней части, и тем больше напряжение в нижней части. Если колонны не свести ближе, вся стоечно-балочная конструкция может рухнуть. Грекам удавалось сделать структуру легче, используя, к примеру, 2 яруса колонн. Но, как бы то ни было, должен был быть сделан шаг вперед. Нужно было сделать новое изобретение. Поскольку греки питали особое пристрастие к геометрии, остается поражаться тому, что они так и не изобрели арку. Арка – инженерно-строительное изобретение. Это акведук в Сеговии, в Испании, построенный римлянами примерно в 100 году нашей эры. Это сооружение может показаться нам неким красивым излишеством, исходя из его функции. Просто потому, что мы получаем воду, открыв кран. Мы слишком легко забываем о всеобщих проблемах городских цивилизаций. Каждая развитая культура, концентрирующая квалифицированных специалистов в городах, зависит от изобретений и организаций, примером которых служит римский акведук в Сеговии. Римляне не изобрели арку как некое цельное каменное сооружение. Арка просто метод перекрытия пространства, при котором центр не подвергается большей нагрузке, чем все остальное. Напряжение распределяется равномерно по всей структуре. По этой причине арку можно делать по частям. Из отдельных каменных блоков, сжимаемых весом.
В этом смысле арка – триумф интеллектуального метода, согласно которому явление природы разбирается на части, а потом соединяется вновь, но уже в новом и более мощном сочетании. Римляне всегда делали арку полукруглой. У них была удачная математически рассчитанная форма, и у них не было желания экспериментировать. Окружность оставалась основой арки, когда она стала широко использоваться в арабских странах. Это мечеть в Кордове, в Испании, построенная в 785 году нашей эры, после вторжения арабов. Это более просторное сооружение по сравнению с храмом в Пестуме. Но все же и здесь явно возникали схожие трудности. Чтобы решить проблемы, понадобилось новое изобретение. Это изобретение – новая форма арки, основанная не на окружности, а на овале. Разница вроде не очень большая, однако создаваемый эффект производит потрясающее впечатление. Конечно, стрельчатая арка выше, и поэтому открывает больше пространства и света. Но гораздо важнее то, что готическая арка делает возможным иначе организовывать пространство. Как здесь, в Реймсе. Со стен снята нагрузка, поэтому в них можно использовать много стекла. Создается эффект клетки, свисающей с арочной крыши. Внутри открытое пространство, потому что скелет находится снаружи. Среди всех памятников человеческой дерзости трудно найти что-то достойное сравнения с этими башнями из орнаментов и стекла, появившимися в Северной Европе примерно в 1200 году. Их возвели с согласия горожан обыкновенные каменщики. Эти сооружения не имеют ничего общего с архитектурой того времени. И импровизация становится чуть ли не каждодневным изобретением. Полукруглая римская арка превращена в высокую стрельчатую готическую арку. При этом нагрузка через арку попадает на наружную часть собора. Революционным в XII веке было и появление полуарки, летающей подпоры. Давление на подпору аналогично давлению на мою руку. Если нет напряжения, нет необходимости в каменной кладке. К этим архитектурным принципам не было добавлено ничего нового, вплоть до появления железобетонных сооружений. Каменщики, переходя с места на место, носили в своей голове набор идей, число которых с опытом постоянно росло. При них был также набор легких инструментов. Они чертили с помощью циркуля овалы для стрельчатых сводов и окружности для розеток. С помощью крон циркуля они проверяли каменные блоки, чтобы потом подогнать их, убрать все лишнее. Вертикали и горизонтали они проверяли так же, как это делали когда-то греческие математики.
Вертикаль устанавливалась с помощью отвеса. А горизонталь не с помощью уровня, а посредством отвеса, прикрепленного к линейке. Бродячие строители были интеллектуальной аристократией. В XIV веке они называли себя вольными каменщиками. Может возникнуть ощущение, что люди, создававшие эти соборы, были опьянены внезапно обретенной ими властью над камнем. Иначе, как могли они создавать сооружения в 40-50 метров высотой, не умея толком рассчитать напряжение в какой-либо части? Собор в Бове высотой больше 50 метров в 200 километрах отсюда рухнул. Когда в 1284 году крыша собора в Бове рухнула, через несколько лет после того, как он был закончен, это умерило пыл высокой готики. Больше сооружения такой высоты не возводили. И все же не исключено, что расчеты были верными. Возможно, просто земля в Бове была недостаточно устойчивой и сдвинулась под собором. А собор в Реймсе, в 40 с лишним метров высотой, устоял. С 1250 года Реймс стал одним из центров европейского искусства. А теперь я сижу на крыше этого прекраснейшего архитектурного творения, Реймского собора. Почему? Какое отношение к этому имеет наука? А именно, какое отношение к этому имеет наука, если мы еще в начале 20 века стали привыкать к тому, что только наука имеет в этом мире значение? Но дело в том, что наша концепция науки к концу 20 века радикально изменилась. Мы видим в науке описание и объяснение скрытых структур природы. Такие слова, как структура, рисунок, план, расположение, архитектура, постоянно встречаются во всех описаниях, которые мы пытаемся сделать. Я жил с этим всю жизнь, и это доставляет мне особое удовольствие. С детства я уделял особое внимание геометрии. Но теперь это повседневный стиль научных объяснений. Мы говорим о том, как соединяются кристаллы, о том, из чего состоят атомы. Мы также говорим о том, из чего состоят живые молекулы. За последние годы спиральная структура ДНК стала наиболее ярким научным образом. И этот образ живет здесь, живет в этих арках. Что делали люди, возводя этот собор и подобные ему сооружения? Они брали мертвые камни, которые не были собором, и превращали их в собор, используя природную силу тяжести, изобретая летающую подпору и арку и так далее.
Они создали структуру путем анализа и синтеза природных явлений. Человек, который сегодня интересуется архитектурой природы, это человек, который делал эту архитектуру около 800 лет тому назад. Помимо всех прочих, человек наделен даром, делающим его уникальным среди животных. И этот дар выражен здесь повсюду. Человеку безумно нравится применять и совершенствовать свое умение. Есть известное философское клише. Наука — это чистый анализ, она разбирает радугу на части, а искусство — чистый синтез. Она соединяет радугу вместе. Это не так. Отправная точка воображения — анализ природы. Микеланджело говорил: когда замыслит дивный ум создать невиданные облики, сначала он лепит из простого материала, чтобы камню жизнь затем двойную дать. Материал выражает себя посредством руки. Мозг же прозревает будущую форму. Скульптор, так же как каменщик, ощущает форму в природе. И высочайший гений не прибавит единой мысли к тем, что мрамор сам таит в избытке. И лишь это нам рука, послушная рассудку, явит. Когда Микеланджело высекал голову Брута, другие люди добывали для него мрамор. Но Микеланджело сам начинал, работая в каменоломне в Карраре. И он по-прежнему ощущал, что молоток в их руках и в его руке нащупывает в камне форму, которая уже находится там. Сегодня в Карраре добывают камень для современных скульпторов, приезжающих сюда: Марино Марини, Липшица и Генри Мура. Их описание своего труда не столь поэтичны, как у Микеланджело, но в них присутствует то же чувство. Когда я был молодым скульптором, я не мог позволить себе дорогой камень. Я доставал для себя камень, просто подбирая в каменоломнях то, что там считалось ненужным. Потом я начал размышлять так же, как Микеланджело. То есть надо дождаться идеи, которая подходила бы этому камню, как бы проглядывала сквозь него. Конечно, не надо понимать буквально, что скульптор воображает и высекает из камня то, что уже в нем скрыто. И все же в этой метафоре заложена истина, касающаяся отношений, существующих между человеком и природой. В каком-то смысле все, что мы находим, уже существует. И скульптура, и закон природы, так сказать, таятся в сырье. Но при этом найденное человеком находит человек. В руках другого человека это имело бы иную форму. И скульптура, и закон природы не получились бы идентичными, будучи рожденными разными людьми
в разные эпохи. Открытие — это соотношение анализа и синтеза. Как анализ, оно зондирует нечто, имеющееся внутри, а потом, как синтез, соединяет части в форму, посредством которой творческий ум выходит за рамки границ, установленных природой. Скульптура — чувственное искусство. Эскимосы делают маленькие фигурки, но не для того, чтобы их потом кто-то увидел. Может показаться странным, что в качестве модели для науки я избрал скульптуру и архитектуру. И все же я прав. Нам следует понимать, что мир можно освоить только путем действий, а не созерцания. Рука важнее, чем глаз. Мы не одна из тех восточных или средневековых цивилизаций, которые считали, что нужно только взирать на мир и размышлять о нем, и которые не признавали науки. Мы активны, и мы знаем из эволюции человека, что рука способствует дальнейшей эволюции мозга. Мы находим орудие труда, сделанное человеком до того, как он стал человеком. Бенджамин Франклин называл человека животным, делающим орудие труда. Это верно. Самое удивительное состоит в том, что доисторический человек уже делал орудия с краями более острыми, чем нужно. Генри Мур назвал эту скульптуру «лезвие ножа». Рука — это лезвие ума. Цивилизация — это не коллекция законченных артефактов. Это совершенствование процессов. В конечном счете, движение ног человека — это все те же руки в действии. Арка, подпора, купол — это не что иное, как арка в движении, не последние шаги в наших взаимоотношениях с природой. Мы в поиске, и теперь мы еще более внимательно присматриваемся к самому материалу. Архитектура одновременно с физикой сосредотачивает внимание на микроскопическом уровне материи. То есть современная проблема уже не в том, чтобы создать сооружение из материалов, а в том, чтобы создать материалы для сооружения.
Самый могучий стимул в возвышении человечества – удовольствие, которое доставляет человеку его мастерство. Он любит делать то, что делает хорошо. И сделав это хорошо, он хочет сделать это еще лучше. Вы видите это в его научной деятельности, вы видите это в том, как он ваяет и строит. Увлеченность, радость, дерзость. Памятники призваны увековечивать царей, религии, героев, догмы. Но в конечном счете они увековечивают их создателей. Мне хочется закончить свой рассказ, показав вам мое любимое сооружение. Его сделал человек, который был научно подкован не больше, чем готический каменщик. Это Уоттс Тауэрс в Лос-Анджелесе, созданные итальянцем по имени Саймон Родиа. Он приехал из Италии в Соединенные Штаты в возрасте 12 лет. Потом, в 42 года, проработав кафельщиком, ремонтным рабочим, он вдруг решил возвести у себя во дворе эти гигантские сооружения. Из проволоки, кусков рельсов, стальных стержней, раствора, морских раковин, кусочков стекла и черепицы, в общем, из всего, что он мог найти, и того, что приносили дети. Он строил это 33 года. Он никогда не просил ему помочь, потому что, как он сказал, «Я сам не знаю, что буду делать дальше». Он закончил строительство в 1954 году. Ему было 75 лет. Он отдал дом, сад и башни соседу и просто ушел. «Я хотел сделать что-нибудь большое», — сказал Саймон Родиа, — «и я это сделал. Чтобы тебя запомнили, надо быть очень хорошим или очень плохим». Он осваивал строительные навыки по ходу дела, и он извлекал удовольствие из того, что делал. Городское строительное управление, конечно же, решило, что башни представляют опасность. И в 1959 году было проведено испытание. Вот эту башню они пытались свалить. Я счастлив сказать, что это не удалось. Орудие труда, являющееся продолжением руки человека, это еще и инструмент видения. Он раскрывает структуру вещей и делает возможным их соединение в новой, удивительной комбинации. Но, конечно, видимое не единственная структура в этом мире. Под ней таится другая, хрупкая структура. И следующим этапом возвышения человечества были поиски средств, способных открыть невидимую структуру материи. Автор и ведущий Джей Броновский. Режиссер Мик Джексон. Фильм озвучен студией «Кипарис» по заказу «Союз Видео».